Камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин AceCam. Можно назвать эту камеру одной из популярных. Это камера с оптическим зумом, с варифокальным объективом. Ее модель 4К 5Z камера. DHCP IP-адрес присвоения роутером включено по умолчанию. То есть тебе эту камеру просто нужно будет подключить кабелем к роутеру к своему. И ей присвоит роутер автоматически IP-адрес. Юзернейм админ и пароль 123456. PoE 48 вольт или же 12-вольтовым блоком питания можно подключать данную камеру. Вот такая коробка. И это тот вариант камеры, как я называю, бюджетный Hikvision. Потому что эта камера определяется в домашней сети видеорегистратором как Hikvision. Поэтому напрямую она будет работать, полная совместимость с видеорегистраторами Hikvision, с Dahua и OnVIF протокол для всех остальных систем видеонаблюдения. XMI, видеорегистратор, все остальные. Инструкция и по умолчанию, здесь потом дальше покажу, идут коды для включения или выключения тех или иных функций. В пресетах вводим, показывал я вам уже такие камеры, отлично все работает. Если вдруг ты управлять будешь функциями камеры с видеорегистратора, то в пресете, вместо задания пресета, ты вводишь цифровую комбинацию из таблички, и у тебя включается или выключается та или иная функция на камере, которые... Вот сразу на первой странице, которые заданы в этой таблице. Функционал и какой пресет нужно вызвать, чтобы включить или выключить. Ну, цветная инструкция на английском, но все здесь понятно. Это универсальный вариант камеры, который может работать как самостоятельная камера, ну и также в системе видеонаблюдения. Муфта на RJ45 мощный крепежный элемент, который также можно использовать. Не нужно бежать в магазин строительный и покупать что-то еще. Уже радует размеры этих камер, потому что смотрите, какой кронштейн получаем. Раньше такого типа кронштейны шли только вот толще, чем моя рука. Соответственно, и огромная камера шла. Сейчас корпусы таких камер идут в минимум, сделали они, но функционал остался тот же и даже лучше еще и дорабатываю. И вот сама камера. Раньше, чтобы показать по такому типу камеры, мне нужно было видеокамеру, на которую я снимаю обзор, поднимать на штативе до потолка, чтобы захватить всю эту камеру. А сейчас вот такой вот, можно сказать, минималистичный вариант. Стандартный объектив стоит варифокальный с оптическим 20-кратным зумом, плюс 10 цифровое зумирование идет. Общее получается 30 крат. QR-код для скачки приложения на смартфон. На смартфоне она будет отслеживаться с приложения AC18 Pro. Отпускаем винты. Корпус, верхняя часть и кронштейн выполнены из алюминиевого сплава. Вот это вот пластик, а передняя часть, где закреплены все модули со светодиодами, с матрицами, со всеми моментами, идет металл также вот холодный. Пропускаем кабель. Кабель, видите, здесь толстый идет. И два разъема. 12 вольт, таблички стоят, если будешь подключать 12 вольтами, обычный 12-вольтовый разъем. И разъем RJ45, который можно подключать эту камеру одним кабелем по PoE, если вариант будет у тебя подключения по PoE 48 вольт. Или же от роутера кабелей 12 вольтами. Все по стандарту. Пропускаем кабель немного, изгибаем, чтобы он пошел по кронштейну. Также здесь проталкиваем и фиксируем на камере. Указаны стрелки, где будет у нас задняя часть камеры. Ну и по идее, наверное, передняя часть — это наклейка. Провернуть можно по ходу. Если вдруг неправильно закрепил ты ее, то на месте отпустил, провернул и зафиксировал. В итоге получаем сравнительно небольшой вариант камеры с хорошим функционалом. Что заметил? Люфты практически минимальны. Вот здесь, здесь есть, но не такой огромный, как бывает в таких вот камерах. То есть уже улучшают они сборку. Подключение камеры очень простое. Если у тебя уже дома работает PoE, система видеонаблюдения, PoE коммутатор 48 вольт, ты берешь от него кабель в свободный разъем коммутатора, приводишь к камере и подключаешь в камеру от PoE коммутатора. Камера сразу заводится, работает. Все, ты ее ищешь в домашней сети. Или же у тебя PoE видеорегистратор,
также от него кабель в камеру. И POE видеорегистратор уже выводит ее на свободный канал. На тот канал, от которого ты привел кабель. Если это твоя первая камера, а она может быть первой. Почему? Потому что это полноценный вариант камеры, которая также поддерживает и карты памяти. Вот слот у нее здесь есть под крышкой. То есть она имеет хранилище. Это полноценный вариант камеры. Такая себе мини-система видеонаблюдения будет там, где ты ее установил. Удаленно ты на нее сможешь заходить с приложения на смартфоне, с программы на компьютере. Удаленно ты ее можешь добавить на видеорегистратор также. Такая толстая идет здесь прокладка вместе с крышкой силиконовая. Удобно, сразу видим слот для карты памяти. Карты памяти поддерживает до 128 гигабайт объемом. На 32 поставлю до фиксации. Что у нас здесь еще видно? Кнопки сброса к заводу не замечаю, хотя должна быть. Микрофон встроенный, динамик встроенный, также все это есть. Подключать камеру сейчас буду по POE. Вот этим вот блоком питания. POE 48 вольт, 0,5 ампера для камер одиночной, для одной камеры. А потом вынесу ее на улицу. И кабель там у меня от POE коммутатора. Просто подключу ее тем кабелем. И она уже будет в домашней сети у меня. Подключаю кабель от POE разъема коммутатор, блока питания. Кабель от роутера, от своего домашнего, в разъем LAN. В случае, если ты эту камеру надумал приобрести, у тебя дома еще нет системы видеонаблюдения, но тебе она зашла, и ты хочешь ее одну, ну, в будущем, может, еще захочешь. Покупай для нее, для ее подключения именно POE блок питания. У продавца есть, ссылку я оставлю. Если вдруг не оставил ссылку, пиши в комментариях, я все комментарии читаю и помогаю. Также придет тебе блок питания этот, и ты вот так же подключишь все. В чем прикол? По POE кабель может быть до 100 метров. По 12 вольтам кабель, длина кабеля уменьшается в пределах 30 метров. Загружается камера, ожидаем, тестируется поворотное устройство. Приложение IC18 Pro. Если вдруг первый раз ты, то понятно, что нужно пройти регистрацию. Регистрация несложная, почту указал, пришел к тебе туда, код ввел. Список устройств. Будет камера, несколько камер, все будет у тебя здесь. И открыв их в режиме просмотра нескольких камер, ты можешь из любой точки, находящаяся камера, но у тебя она вот в списке устройств, одновременно вести просмотр нескольких камер, находящихся в разных местах. Плюс разрешить пользоваться Bluetooth. Вот есть, наверное, уже возможность подключения и в этом приложении камер посредством Bluetooth. Возможно, эта камера и не поддерживает, но уже, возможно, есть такие камеры с Bluetooth. У нас что? Вопрос. Wi-Fi, 4G камера, Dual Band Wi-Fi, двухдиапазонная Wi-Fi камера или кабель. У нас кабель. Разрешить камере сканировать QR-код. Разрешаю на наклейку. Наводишь, сканирует. Parlor, скорее всего, можно перевести в настройках приложения язык. Все, камера у меня в домашней сети. Все быстро, не успел я понять. Оффлайн. Кликнул еще раз и уже в онлайне и звук. Аудио. Раз, два, три, четыре. Выключил. Раз, два, три, четыре. Изначально фокусное расстояние 4,7 мм. И там потом до... Не помню до скольки. Ну, то есть изначально у тебя не супер широкий угол будет. Потому что есть варифокальные объективы изначально 2,8 мм широкий. Но он не так далеко будет смотреть. У этого изначально 4,7 мм, но будет приближать дальше. Приложение Videolink. Показывал я вам камеры с этим приложением. В общем-то, эта камера и подходит сюда. И не надо вам будет ее переустанавливать, если вы сразу на IC18 Pro ее добавили. На видеолинке она уже у вас будет в списке устройств, потому что видеолинки и IC18 Pro это одноплатформенные приложения. Просто ты заходишь в свой аккаунт, и она у тебя здесь. Вот она. Почему видеолинк? Русифицированное приложение. Более понятно. А функционально все остается то же самое. Картинка с приложения. Ставлю HD качество. Включаю звук. Ну, тишина на улице и
проезжающий автомобиль, все слышно. Люди фиксируются рамкой, приходит тревога, приходят уведомления, такая-то камера, human detection, то есть по человеку тревога, пишется на карту памяти, в правом нижнем углу значок записи есть, забирает автомобиль людей, люди не фиксируются, запись останавливается, уведомления вам не присылаются, скорость поворота также стоит вот внизу под джойстиком, на тройке можно ставить на 5. Это уже смотришь, нужно тебе или не нужно. Удобно, может, на средней скорости поворачивать камеру будет. Ну и, скорее всего, зависит, она будет влиять на слежение. Также отсюда ты и приближаешь, и поворачиваешь камеру, предустановки, задаешь пресеты, куда камере нужно повернуться. Запоминает она область, и ты жмешь по картинке, туда и она и поворачивается быстро, без перенаправлений. Есть у тебя несколько точек. И плюс тут будет участвовать зум. Если ты настроил, например, на тот бус, взял его максимум, презумировал и сохранил эту точку, ты заходишь, кликаешь по этой точке, и камера туда же направляется автоматически и зумирует тот автомобиль, который ты сохранил. Так вот это все работает очень классно. Все остальные моменты по круизам, все это можно в этой камере ставить. Автоматически через какое-то время повернуться туда, вернуться назад, по пресетам ходить, по кругу туда-сюда, все это записывать, снимать, все это камера может. Режимы, что здесь? Снимок сделать, запись, режим просмотра, перевернуть картинку. Облако также есть, вот зеленым тебе реклама выделяется. Зайди посмотри, если тебе интересно хранение. Зайди посмотри, какая цена, за сколько дней хранения ты будешь платить. Перевернуть. Супер просто. Смотришь, и картинка очень классная. Можешь использовать телефон вместо монитора видеонаблюдения. Но, конечно, полноценно, когда у тебя видеорегистратор, на большой экран ты эту картинку открываешь. Если 4К телевизор, выводишь через HDMI кабель видеорегистратора на телевизор 4К. И ты просто смотришь классную картинку с этой камеры. Ну и также здесь все значки, говорить в динамик также можно, вон там говорить. Настройки камеры, настройки также большие, все здесь, что в общем-то нужно. Захват экрана, видеть лица ночью. Скорее всего, когда подходит человек, у него лицо не будет засвечено, светодиоды будут адекватно уменьшать яркость. Кодировать видео здесь вот по разрешениям, какое может быть, как можешь переставлять с приложения. То есть приложение полноценное. Не обрезанное, а полноценное с моментом выбора разрешения. Все остальное. Настройки звука, настройки заголовка даже есть. Писать на отметка какие-то посылы буквенные на картинке камеры, если нужно. Настройки освещения. Яркость регулировать. Если белый свет, инфракрасный ставить или умный двойной свет. Но у нас чисто инфракрасные, дальнобойные светодиоды. Посмотрим ночью, и инфракрасные на большое расстояние. Около 100 метров заявлено ночью. Поворот экрана, понятно, тревога, интеллектуальный анализ. И вот что нас интересует. Автомобили ставлю и посмотрим. Так, это что нужно принять, да? Сразу ставлю и смотрю на видеорегистраторе, что происходит. Да, фиксирует и автомобили видеорегистратор. Детализация, конечно, бомбезная. Установлена Sony матрица в этой камере IMX 415, 8 мегапикселей. Ну, детализация рядом суперовая просто. Управление с XMI-евского видеорегистратора. Видеорегистратор стороннего производителя, можно считать. Вот эти вот повороты ты можешь заменить в настройках камеры в приложении. Настройки PTZ и поменять. Смотрите, работает по человеку XMI-евский видеорегистратор. То есть камера ему присылает уведомление по человеку, и он включает запись на жесткий диск видеорегистратора. То есть, можно сказать, полная совместимость с XMI-евским видеорегистратором. Уже посмотрите. Блин, картинка бомба, цвета насыщенные, суперово. Приятно просто смотреть, вот мурашки по коже. Именно та камера, которая вызывает сразу у тебя радость после того, как ты ее только получил, только подключил.
Ну и далее будет по своей работе, конечно, я думаю, что тебя радовать. В разделе компрессия можем посмотреть просто характеристики камеры. Нам видеорегистратор правдиво покажет, без всяких приукрас, без всяких обманов. 8 мегапикселей и 20 кадров в секунду. Вот это уже уровень. Не 15 кадров в секунду при 8 мегапикселях, а 20. Возможность смены разрешения 6, 4, 5, 3, 2, 1 можешь поставить. То есть, если твой видеорегистратор, вон человека взяла. Ну и дальность по определению людей, конечно, будет чувствительность на высоком уровне. Плюс еще, если ты презумируешь, то, наверное, больше 100 метров будет она определять и фиксировать. Видеорегистратор не поддерживает 8 мегапикселей, переключил в 5, и камера работает с ним, он ее видит, выводит. Купил больший видеорегистратор на 8, то есть с поддержкой 8, переключил ее на 8, в максималке она работает. Качество поставлю прекрасно. Смотрим быстрое какое зумирование и быстрый фокус. Не успеваю я тут ее прицел ей поставить. Как быстро она зумирует, это просто супер. Ого. Так, фокусировка. И сфокусировалась там, где надо. В общем-то, вот здесь ее фокус, центр фокуса. Но здесь также объявление у нас не совсем размытое. Хотя, вот я не попал именно на... Теперь тяжело будет на максимальном фокусе попасть на то, что надо. То есть на максимальном зуме. И уже где-то она человека зафиксировала. Блин, ну камера супер. Посмотрите, какая детализация. Оптический зум изначально говорит о том, блин, ну здесь супер. Мне кажется, что здесь именно оптический зум 30-кратный, а не 20 и 10. Потому что зумирует она просто бомбейски. Без потери качества. Качество не теряется. Картинки. Капец, можно посмотреть, что у парня на смартфоне. Какая марка смартфона. Именно дальнобойный вариант камеры за небольшие деньги. Тот, который ты спрашивал, которым интересовался. Вот мне нужна камера, чтобы там 100 метров. Это ночное заявлено. За номера машин уже не буду говорить, потому что также на огромном расстоянии можно прочитать номера автомобилей. На едущих, наверное, в лоб только. Но опять же нужно пробовать. На стоящих автомобилях, не движущихся, то на огромном расстоянии можно презумировать тот бус, посмотреть номера. Пресет 80 отвечает за включение слежения за людьми. Вот я ввожу его. Операция выполнена успешно. Теперь ждем людей. Должна камера следить за человеком. Пресет 81 отвечает за выключение функции слежения. Все из таблицы беру, показываю вам. Из какого места ты включил зумирование, в то место камера, то есть слежение, в то место камера и вернется после слежения. Сразу с минусов, что заметил за день. Какой-то косяк со слежением. И это уже вторая камера такая. Обновления нету. Ну, надеюсь, с обновлением поправят. Это заметят, наверное. Вот именно при слежении камера не может держать конкретно в центре объект. Туда-сюда она плавает вот так вот. Может и потерять объект. А может просто вот человек по центру. Она то вправо, то влево. То вправо, то влево. Такие вот какие-то гуляния у нее есть. Ну, в прошивке что-то дело, я не знаю. На слежение. Ну, надеяться конкретно нельзя. Я думаю, что ну и навряд ли кто-то будет в слежение ее на постоянку ставить. Так-то задумка неплохая, зумирует, все. Огромный ее плюс — это картинка. Картинка дневная на высоте, картинка ночная также очень классная и очень дальнобойная. Камера для тех, кому нужно далеко смотреть и днем, и ночью. Ночных белых светодиодов нет у нее, черно-белый режим. И очень классные, очень мощные инфракрасные светодиоды. На большое расстояние также они будут видеть ночью. При зуме активируются дополнительные какие-то более мощные. Видно это по картинке, когда зумируешь. Камера сразу, светодиоды на одном уровне работают, а потом при определенном там перешагивании порога, зумирования, добавляется яркость еще
светодиодов инфракрасных, еще больше луч становится, дальнобойнее на 100 метров. Это точно, может даже и больше будет камера видеть даже ночью. В полной темноте человек не видит ничего, а камера, ты видишь человека на огромном, по меркам и по ценовому диапазону этой камеры, на огромном расстоянии. Очень понравилась чувствительность, также по объектам на большом расстоянии. Понравилось, что людей автомобили различает, ну и там мотоциклисты, велосипедисты, все это также работает. И в чем ее плюс огромный, это то, что универсальность у нее есть для различных систем, вот что понравилось. Hikvision 100% будет работать, Dahua также. И вот BixMI, можно эту камеру реально использовать, кому нужна камера с хорошей картинкой. По тревоге по людям, по автомобилям ставишь, она сохраняет видео чисто по этим объектам, которые ты задал. Ну, минус, что с видеорегистратора ты не будешь задавать настройки, но не тяжело зайти в веб-интерфейс камеры, вот на компьютере или со смартфона повключать все это дело. Поддержка карт памяти, огромный плюс. На карту памяти заходишь, вот я с компьютера взял, понакачивал роликов, поскидывал. Прямо с компьютера зашел на карту памяти, установленную в камере, и позабирал, какие нужно моменты. Также с видеорегистратора можешь с жесткого диска позабирать, какие хочешь ролики. То есть такая вот себе универсальность есть. За такую стоимость, я считаю, камера нормальная. Поэтому смело можно приобретать, кому нужна дальнобойность и хорошая качественная картинка. На сегодня все. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Кому надо, вот, понравилось себе, показал я, как она работает, примеры видео выкладываю. Так она будет работать и у тебя. Всем удачи, до следующих видео. Заходи в Telegram, там с тобой на связи.